Привет. В этом видео расскажу о том, как меня отшивали девушки. Началась эта вся история в средних классах. Тогда я уже начал чувствовать, что мне все-таки необходимо женское внимание. Но тогда я был забитым задротом. Какого-то положения в обществах, в которых я состоял, я не занимал. Был аутсайдером. И по этой причине, думаю, самкам я не был интересен. Вот из интересного могу рассказать, что пытался общаться с одноклассницами. Писал им в интернете, а в школе вел себя так, будто ничего не было. То есть вел себя как дурак. В какой-то момент они начали откровенно смеяться надо мной, и я забил. Дальше старшие классы. Старшие классы я был уже в другой школе, но там я не социализировался. Там я был сам по себе, занимался своими делами, видеоигры делал и пробовал сайты знакомств. Там кое-как общался. И из интересного могу рассказать только одно. Там познакомился с одной девкой, мы мило общались целый день и договорились встретиться на следующий день. И вот я прогуливаю школу, еду к ней. Тогда был дождливый осенний день в Москве, было холодно. Вот договорились встретиться утром и идти к ней домой. Я приехал часов 8-9, стоял, ждал ее, ждал, когда она мне напишет, ждал на улице, в проходе к метро, в каких-то кафешках. И эта сука мне написала часов в 12. И написала она мне, а я проспала. И вот я еще час ее подождал, еще час терпел. И в итоге опять-таки забил. Больше никаких свиданок, да и то эта свиданка была неудачная, у меня больше не было. Да и вообще общение на этих сайтах знакомств у меня никак не шло. На российских. Дальше я поступил в универ. Жил в общаге. Там мне приглянулась одна азиатка. Я 2 дня к ней приставал, она морозилась. Мы с ней ходили по всяким местам, болтали. Я постоянно хотел ее обнимать, но она была против. И в итоге я на нее тоже забил. Понял, что это гиблое дело. Там были еще девки в общаге, но с ними я знакомиться не пытался, насколько я помню. Тогда я вообще особо ни с кем не общался. Был замкнут в себе. Тогда я общался с китаянкой, она меня бросила. Я стал чувствовать себя ужасно одиноко. Мысли о том, что я умру девственником, меня пугали до ужаса. И в итоге я бросил универ и улетел за границу к кореянке. Там я тоже пытался искать какие-то знакомства на стороне. Это было, конечно же, для выживания, но в том числе и для того, чтобы восстановить свое уязвленное мужское достоинство. Знакомство у меня было там с девками, случаев 10-20, наверное. И все они ни к чему не привели. Вот помню в аэропорту, там
увидел китаянок, там вроде услышал, что они по-китайски говорят, там обменялся с ними контактами, они меня игнорили. В пункте обмена денег доллары на воны, там у японки контакт попросил, она меня тоже игнорила. Общался с кассиршами, с ними тоже пытался как-то знакомиться, и они все морозились. Не потому что я иностранец, а потому что не хотели знакомиться. С парнями-кассирами общение было намного веселее, но об этом в другой раз. Что еще тогда было? Помню, однажды шел я с работы до автобусной остановки, там увидел две девки, заобщался с ними, там, помню, что-то мне спросить надо было. И вот мы пошли в одну сторону втроем, что-то там общались, хихоньки-хахоньки всякие. Попросил у них контакты дали, и опять я в игноре. В клубном районе, когда мы были там с русскими, к нам подошла кореянка и разговаривала с нами на английском. Все мои попытки говорить с ней на корейском она пропускала мимо ушей. Еще помню, было 2 свидания с женщинами с сайта знакомств. Первый случай. Встретился с кореянкой в каком-то там бар, столовая, что-то такое. Она меня накормила за свои деньги, конечно же. Она потом мне деньги отправляла, не помню почему. Но это вообще дикость какая-то. Представьте в Россию такую историю. Местная женщина встречается с бомжом-иностранцем и всячески ему помогает. Кормит, деньги отправляет. Забавно, конечно, дико. Ну, такая вот история. Второй случай. Это уже была тарелочница. Встретился я с ней в баре. Она в первые 5 минут общения, сколько я помню, уже спрашивала: а ты за меня заплатишь? Я ей сказал, конечно же, нет. Каждый платит сам за себя. И вот, думаю, я уже тогда ей не понравился. И вот, мы там дальше что-то прогулялись и уселись в каком-то парке. Я к ней начал приставать, она мне пригрозила ментами. Тогда я был пьяный, грустный, на меня накатила лютая тоска, обида за то, что я сам ко мне нравлюсь. Тогда мы с ней распрощались, и я там разрыдался. Порыдал, ну и пошел по своим делам. Вот так меня отшивали в Корее. Дальше я вернулся в Россию, и все попытки знакомства здесь были точно такими же, как и несколько лет назад. Все стало даже хуже. Если раньше было хоть какое-то общение, то сейчас его стало буквально 0. И дело не в том, что как-то платформа неправильно работает. Я пробовал чужие фото, и все там работало, блядь. С сайтами знакомств с иностранками все точно так же. Теория мертвого интернета в действии. И вот наши дни. Я одинок, никаких улучшений в этом плане не ожидается. И я понимаю, что если я дальше продолжу сидеть дома и что-то там читать, развиваться, если я устроюсь на завод и буду деньги зарабатывать, ну, небольшие, конечно же, крестьянская работа все-таки. Если бы я даже окончил универ и поступил бы по профессии, то все равно наверняка я был бы один и дрочил. Вот стоит, однако, сказать, что мое одиночество может отличаться от твоего понятия одиночества.
Конечно, я мог бы окончить универ и после 25 там выскочить, там жениться на какой-нибудь женщине, там жили бы вдвоем, создали бы ячейку общества, там на стороне шлюху бы поебывал, чтобы, блядь, утолить мужскую потребность. И жили бы так. Но нет, я думаю, мне нужно нечто иное. Сейчас я уже стал взрослее, я уже более-менее понимаю, как мир устроен. И буду стремиться к тому, чтобы получать желанное мною женское внимание, не продавая себя задешево. Такие мысли. На этом у меня все. Пока-пока.